Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю, на мой взгляд, идеальный ужин или обед. Это куриные бедра с картошкой, с грибами в ароматной томатно-медовой глазури и также салат с капустой. Это меню получается невероятно простое, все из самых доступных продуктов, но это необычайно вкусно. Я уверена, такой обед или ужин понравится всем. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Куриные бедрышки я помыла, срезала лишний жир и сейчас обсушу их бумажными полотенцами. Теперь их солю. И перчу. Также добавлю немного сушеного чеснока. Буквально 1 чайную ложку и пол чайной ложки паприки. Хорошо втираю специи в мясо. Готовить мое блюдо я буду в моей любимой чугунной сковороде. Она у меня диаметром 30 сантиметров. На чугуне, мне кажется, еда получается более вкусная, она как из печи. И, конечно, такую сковороду можно поставить в духовку. Наливаю растительное масло. И также сразу я добавляю еще кусочек сливочного масла. Выкладываю на сковородку куриные бедра кожей вниз. Обжариваю их до золотистой румяной корочки с 2 сторон. Примерно по минут 5 с каждой стороны. Когда мясо обжарилось, снимаю его на тарелку. Средними кусочками режу чеснок и лук. Отправляю их обжариваться на ту же сковородку, где жарилась курица. Картофель я нарезаю довольно крупными кусочками. Отправляю на сковородку картофель. Обжариваю картофель на среднем огне примерно минут 5. И пока крупно порежу грибы. У меня вот такие королевские вешенки. Эти грибы еще называются устричные. Я просто их разрезаю пополам. Они у меня небольшого размера. Я хочу, чтобы грибы были видны в готовом блюде. Когда картофель вот так слегка обжарился, добавляю грибы. Также их слегка обжариваю вместе с картофелем примерно 5 минут. Подготовлю медовую глазурь. В миску я отправляю 1 столовую ложку томатной пасты. Если хотите, можно использовать и кетчуп, но с томатной пастой будет вкуснее. Добавляю столовую ложку соевого соуса, столовую ложку меда, ложку дижонской горчицы и хорошо все перемешиваю. Забыла добавить немного сока лайма. Конечно, можно использовать и лимонный сок. Перемешиваю. Картофель с грибами обжарился. Теперь я все солю по вкусу. И также добавлю немного черного перца. Перемешиваю. Плиту я выключаю. Выкладываю сверху куриные бедра. Обязательно выливаем сок, который здесь образовался, прямо в картофель. Сверху куриные бедра промазываю глазурью. Закрываю все сверху фольгой и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25 минут. Фольгой накрыть надо обязательно, так как вот эта медовая глазурь очень быстро подгорает, а надо, чтобы все успело хорошо приготовиться. Затем я сниму фольгу, повышу температуру до 210 градусов и подержу блюдо в духовке еще примерно 7-10 минут. Кстати, если у вас нет сковороды, которую можно сразу ставить в духовку, вы можете все переложить в противень. У меня прошло 25 минут. Аккуратно снимаем фольгу. Вот такая красота получается. Снова закрываем духовку. Я повышаю температуру до 210 градусов и буду готовить еще 10 минут.
Также быстро для моего блюда я приготовлю салат. Тонко нашинкую капусту. Полукольцами режу один крупный огурец. Также полукольцами режу редис. Мелко режу небольшой пучок зеленого лука и укропа. Заправляю салат йогуртом. Можно использовать и сметану. Добавляю 2 столовые ложки греческого йогурта. Выдавливаю немного сока лайма, примерно 1 чайную ложку. Можно использовать и сок лимона. Добавляю чайную ложку сахара и соль. Хорошо все перемешиваю. И салат готов. Очень легкий и свежий. Все готово. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Сверху такая аппетитная корочка. Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, заходите почаще ко мне на канал. Я с радостью делюсь с вами новыми рецептами. Друзья, надеюсь, сегодняшнее меню вам понравилось. Если да, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!